чем вампиры лучше комаров. Вампиры пьют твою кровь молча. Каковы возможности создания нежити, абсолютно подчиненной воле своего призывателя, не имея собственного разума? Мысль о возможности использования мертвых тел для создания существ кажется эффективной и ужасающей. Имея под рукой кости или разложенную плоть, что из них возможно было бы создать? Темного времени суток. Вы попали в долину нежити. Продолжаем рассматривать типизацию нежити нашего проекта, и в этом выпуске мы подступили к рассмотрению такого типа, как конструкты. Рассмотрим их виды, возможности и как не растерять их. Костяной конструкт – это создание, составленное из множеств костей и оживленное призывной магией. Это существо может внешне точно повторять очертания и строение разных существ, например, скелета дракона или даже человека, но при этом является принципиально иным видом монстров, имея размеры от мелкого животного до колоссально гигантского существа. Срок существования конструкта зависит от сил призываемого зова. Чем могущественнее является призыватель конструкта, тем он дольше служит своему хозяину. Примерно по такому же принципу действует эффект силы и мощью конструкта, а также вложенного в него сутью существования. Какое намерение вложили в конструкт, с такой ролью и будет служить. Могущество призывателя может позволить магическим путам удерживать кости и восполнять серьезные побои. Конструкт способен также отделять от себя малые конструкты в случае переполнения костей и неспособности магии содержать конструкцию. Так сохраняется баланс укрепления и удерживается время призыва. Отсутствие разумной сущности конструкта не способно перебороть влияние призывателя, поэтому поведение существа возможно держать в постоянном контроле, не переживая за мятежный настрой. Однако этот контроль может удерживаться даже после смерти призывателя. Конструкт, в свою очередь, способен притянуть кости своего умершего хозяина, усилив связь призыва за счет оставшейся энергии, выделившейся от силы воли души умершего. Такое бездумное решение побудит конструкт продолжать служить и оберегать место смерти своего создателя. Но и при жизни конструкт может быть частью оборонительного инструмента призывателя. В разнообразных комбинациях костяной конструкт может быть как боевым товарищем, так и частью доспеха или оружия. Но лишь могущественные маги способны объединяться с костяным конструктом так, словно они являются их продолжением. Со стороны будет казаться, будто конструкт поглотит своего хозяина, удерживая бренное тело в своих костях. Не только костяные конструкты могут существовать в виде собирательных существ. Существует и такой вид нежити, который, в отличие от конструктов, намного сильнее, свирепее и проворнее. Некроголем – воплощение объединенного магического усилия, содержащее в себе сущность магического конструкта, укрепленный плотью и мышцами. Не прилагая особых усилий, существо способно в одиночку разбивать вооруженные отряды, защищая своего призывателя. Однако, в отличие от костяного конструкта, некроголем способен пойти против своего хозяина. Используемая сила, направленная на пробуждение некроголема, значительно отличается от призыва простого конструкта, а значит, и поведение голема будет совершенно иное. Некроголем может устроить жестокую схватку для тех, кого встретит на своем пути, независимо от их намерений и действий. Имея иммунитет к стихиям, в частности к огню и к воде, некроголем считается единицей, которую трудно остановить. Такое явление происходит только в том случае, если тела и кости умерших существ ранее были прокляты. Но и в этом есть и определенный изъян. Имея иммунитет, зрение големов становится ограниченным, ослепляя и размывая их взор. Из-за своего свирепого нрава поведение существа нестабильно и изменчиво, а значит, подход его действий также непредсказуем. Не стоит недооценивать внешность данных существ. Некроголемы способны на ходу изменять структуру своих конечностей, делая их более смертоносными, хотя громоздкость туши существа не позволяет быть ловким. Прочность определенных частей тел также способна изменяться. Плоть и мышцы некроголема могут использоваться у существа не по назначению.
В зависимости от продолжительности своего существования, мышцы могут потерять свои свойства, изменяя свои механические назначения. Так, частично разложенные мышцы некроголема могут оказаться набухшим полуразложенным сосудом для инфекционного патогена, и в случае смерти некроголема сосуд также может лопнуть, высвобождая накопившуюся хворь на свободу. Кто знает, любой некроголем может оказаться носителем чумы некромантии. Существует возможность поднятия мертвеца не только магическим путем. Помимо природного явления переворота смерти в жизнь, имеется искусственная возможность возобновления жизни в мертвых созданиях. Некромехи – тяжелые боевые машины, содержащие в себе совокупность искусственной жизни и естественной смерти. На основе биомеханики, анатомии, робототехники и других направлений некромехи способны сосуществовать как с живыми существами, так и с восставшими. По своим свойствам эти существа имеют искусственные усиленные физические способности, а из-за отсутствия социальных потребностей таких существ проще использовать в качестве рабочего класса или оборонительных единиц. Вклад в развитие некромеханики внесло изучение организмов разных существ, погибшие при разных обстоятельствах, и были пробуждены при помощи науки. Конечно, были выполнены слабые успешные операции по возврату души в таких существах, ограничивая многие мыслительные процессы. Однако за счет технологического развития удалось улучшить и забальзамировать тела от гниения, предотвращая скорое ухудшение и уничтожение тел от местных естественных явлений разложения. Адепты некромеханики уверены, что благодаря их сформировавшейся науке больше не нужно будет остерегаться и страшиться смерти. Более того, все полученные некромехи смогут противостоять в будущем практически всем типам нежити, но сейчас стабильность таких существ желает ждать лучшего.